Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И я снова спешу к вам с новинкой. Новый брендовый свитерочек появился, и такой женственный, очень по-современному выглядящая модель, и совсем несложным узором вяжется по упрощенной выкройке. Теплый, с высоким воротом, всегда защитит от ветра. То есть это, знаете, супер вариант на зиму. Причем модель не ограничена ни возрастом, ни размером. Подходит абсолютно всем. Сейчас я вам полистаю. Смотрите, как она смотрится. Приближаю вам эту красоту. У нас высокий ворот, связанный резинкой 1 на 1. Узорчик будет центральный, вот эту схемочку я составила. Здесь простые жгутики с двух сторон симметрично, а здесь идет путанка на 4 петельках. Раппорт. Совсем простая путанка. Ну, все знают, что это такое. Когда в шахматном порядке меняются 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Здесь такой вариант используется. Она, конечно, разная бывает. Ну, такой вот у нас молодежный как бы вариант брючки. Но, конечно же, мы можем связать на любой возраст. Очень красивая, эффектная вещь. И совсем-совсем просто вяжется. Рукавчики в таком же стиле, как и спинка и перед, вяжутся одинаковым узором. Везде все одинаково. Вот такой еще вариант. Давайте приближу вам. Здесь очень хорошо можно посмотреть узор. Вот видите, воротничок как связан. И, в общем-то, вот я вам приблизила максимально узор. Очень четко все видно, да? Вот эти красивые такие, даже не знаю, как сказать, фигуры. Фигуры. Планка у нас высокая, манжета у рукавчика. Рукавчик здесь широко потом начинается. Будем делать прибавку. В общем-то, очень хорошая модель свитера. Очень изящная и симпатичная. Так, что тут у нас еще? Вот такой вариант. Вот хороший вариант. Тоже приближаю вам, показываю. Ну, собственно, что нужно, вы уже увидели, да? Демонстрирую вам, вот как рукав оформлен. Здесь хорошо видно манжету, планку. Высокая довольно-таки, 8-10 сантиметров. Сегодня мы будем составлять с вами описание этой модели на 6 размеров, 42 по 52 размер. Все, что больше, пожалуйста, можете самостоятельно посчитать. У меня будет выложен мастер-класс по индивидуальному расчету, бесплатный, под видео ссылка. Пожалуйста, посмотрите, там несложно. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Им не сложно. Все объяснения очень понятны, доступны и бесплатны. Так, ну что, мои хорошие, какие я в свое описание вношу коррективы, да, я всегда это люблю делать. Мне вот не очень нравится вот эта большая спущенность рукава, знаете, если честно. Поэтому я заложила в своем описании здесь небольшую пройму, всего такой, знаете, на, как сказать, 5 петелек всего, на 5 петелечек. Поэтому можете проигнорировать, если что. Сейчас я покажу вам выбор пряжи, который я сделала. И, в общем-то, далее схема, выкройка и расчет наш. Мы свяжем образец, рассчитаем плотность, и я буду показывать, как располагать узоры, сколько петель набирать, как их рассчитывать. Все подробнейшим образом, как всегда. Итак, выбор пряжи. Для вязания велоджемпера я предлагаю пряжу Yarn Art
Merino Deluxe 50. Турецкая пряжа. 100 грамм 280 метров. Полушерстяная. 49% шерсть, 51% акрил. Я вам хочу сказать, что в отличие от полушерстяных пряжей, эта пряжа очень мягкая. Она не колется. И она средней такой скруточки, то есть средней толщины, чуть толще, чем мы привыкли с вами вот как бы вязать, да, все время. Плечевые изделия, которые обычно можно одеть под верхнюю одежду, да. Спицы используем 3,5. Очень хорошо именно в этой пряже смотрятся у нас вот такие рельефные узоры. Она не толстая, не тонкая, да, то есть не толстая, как, например, бывает там пряжа, имеющая толщину в 100 грамм, например, 260 метров, там, да, Lana Gold фирмы Alize. То есть она тоньше и она очень приемлема, в принципе, для плечевых изделий. Вот так у нас выглядит с вами узор. Мы попробовали все 3 варианта узоров. То есть у нас присутствует жгут, вот этот центральный мотив и наша путанка, которая там есть в узоре. Ну, еще резинку 1 на 1 вы и так свяжете, да? Мы ее не вязали, естественно. Посчитали плотность. Сейчас я покажу вам схему. Я нарисовала схему. Вот таким образом у нас с вами выглядит схема узора. 16 петелечек занимает у нас центральный вот этот мотив. И далее идут 2 изнаночные и наши жгутики. Мы сегодня будем с вами вязать этот образец. Здесь пустая клеточка – это платочная вязка. Горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная – это лицевая петля. Ну и вот эти вот значки – это перекрещивание. Значит, здесь 3 петли у нас перекрещиваются направо, это зеркально налево, а здесь 4 петли перекрещиваются у нас с вами налево всегда в жгутах. Итак, сейчас еще есть схемочка для маленького нашего. Не знаю, нужна она кому или нет. Покажу все равно для путанки. Вот такая вот схема. Конечно, выглядит она очень расплывчато. Слишком крупно приблизила. Всего 4 ряда в высоту и 4 петли в ширину. Кстати, там, вот у предыдущей схемы, здесь у нас раппорт составлял 14 рядов нашего центрального мотива. Вот этого. Ну, а у жгута 4 ряда, как у путанки, также в высоту. Раппорт и 4 петли в ширину. Так, теперь выкройка, да? Смотрим выкройку. Вот такая выкройка у меня, обычная классика. Размерчики мы с вами, как всегда, я проставляю как бы уже в расчетной части. Здесь вот такие очертания, то, чтобы понимали, какую форму вам будет нужно вязать. То есть спинка, перед и 2 рукавчика вяжутся отдельными деталями. Спинка, перед вяжется совершенно одинаково, отличается лишь глубиной выреза горловины. Все. Так, ну и на мое описание, которое я выкладываю под видео. Вот оно вот так у нас выглядит всегда. Здесь я все попетельно, последовательно излагаю в текстовом варианте и выкладываю под видео. Очень подробно рассказываю здесь все, на какой высоте, сколько петелек, на что обратить внимание, то есть, да, как вырез горловины оформить, все здесь есть. Просто нужно как бы немножко голову включать. Часто пишут: ой, ну попетельный нам, ну дайте нам. Я вам еще раз говорю, включайте голову, вы беретесь за не самое простое изделие, и здесь нужно немножко соображать. Итак, мои хорошие, сейчас мы приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала, девочки, 38 петель. У меня распределились узоры следующим образом. Смотрите, у нас будет жгут на 4 петлях в окружении 2 изнаночных справа и слева. Затем у нас будет узор центральный на 16 петельках, вот он по схеме идет. Затем опять идет
жгут в окружении 2 изнаночных справа и слева. И как образец путанку вам вставила я 1 раппорт, 4 петли. Ну и соответственно 2 кромочные справа и слева. И в итоге вяжем первый ряд. Я еще дополнительно тут вязала 2 рядочка, чтобы не сразу выходить на узор. Вы можете тоже их связать, как бы распределение петель идет, да? Хотите, не делайте этого. Прям вот с первого ряда начинаем вязать. Итак, вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые нашего жгута, 2 изнаночные. Затем вяжем наш центральный узор на 16 петельках. Вяжем следующим образом. Первые 2 лицевые идут. Затем вяжем 4 лицевые, это платочная вязка. 1, 2, 3, 4. И 4 петли по центру мотива перекрещиваем налево. Для этого 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 перед работой. Следующие 2 высвобождаются за работой. И я их аккуратно с помощью правой спицы возвращаю на левую, но за работой. Перекрестили, поменяли, то есть местами. 4 петли. И все 4 провязали лицевыми. Без разницы. Как тут? Так, и осталась платочная вязка, 4 лицевые. И 2 лицевые. Это наши полосочки будут сейчас идти, вот эти боковые. И далее все, раппорт центрального узора заканчивается. Далее вяжем 2 изнаночные, жгутик 4 лицевые, опять 2 изнаночные и наша с вами путанка на 4 петельках. Вяжется, значит, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это первый ряд. Всего 2 ряда у нас, вернее 2 лицевых, 4 ряда раппорт этой путанки в высоту и 4 петли в ширину раппорт. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем вязание. Второй ряд вяжем, я покажу. В путанке у нас идут также 2 лицевые, 2 изнаночные, то есть вяжем, как смотрят петли путанку. В нашем жгуте вяжем 2 лицевые, жгут 4 изнаночные, опять 2 лицевые. Второй ряд центрального мотива, здесь надо быть внимательным. Вяжем следующим образом. Первые 2 изнаночные. Затем идут 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. А по центру идут 4 изнаночные. Это где мы перекрещивали с вами петельки 4. И опять идут 4 лицевые платочные вязки. 1, 2, 3, 4. И оставшиеся 2 петли раппорта это просто 2 изнаночные. Все, узорчик с изнаночной стороны связан. Затем у нас остались 2 лицевые, 4 изнаночные жгута, снова 2 лицевые, то есть тут мы вяжем уже как смотрят петли. Путанка, жгуты, вот эти промежуточные петельки, которые идут между узорами, вот эти по лицу изнаночные, в изнаночном ряду вяжутся как смотрят петли. И особое внимание мы уделяем лишь нашему центральному узору, в котором необходимо соблюдать и не перепутать платочную вязку. Там с лицевой гладью, да, с изнаночной и так далее. Значит, далее, третий ряд у нас сейчас с вами. Вяжем. Сейчас будет перекрещивание петель. Начинаем 2 изнаночные. И вот наш жгут. Перекрещивать будем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу.
Первые 2 петли перед работой оставляем, следующие 2 высвобождаем за работой. Вот я вытащила просто спицу сзади, вот так. И этой же спицей правой я эти петельки подхватываю и вот сюда на левую возвращаю, видите, да? И все 4 вяжем как лицевые. Мы сделали перекрещивание с вами 4 петель налево. Дальше идут 2 изнаночные, и снова начинается наш центральный узор на 16 петельках. В 3-м ряду он вяжется следующим образом. Третий ряд центрального узора. Связали 2 лицевые, затем вяжем 3 лицевые платочные вязки, перекрещиваем 3 петли направо, снимаем 3 петли. Первая петля у нас за работой оказывается, следующие 2 перед работой, поменяли их местами, провязали как все, в общем, 3 лицевые, девочки. При этом вот это будет лицевая гладь, первые 2, а 3-я петля будет вязаться платочной вязкой. Следующие 3 петли перекрещиваем налево, снимаем 3 петли на правую спицу, первые 2 лицевые перед работой, 3-ю, вот она у нас за работой, мы ее подхватываем сзади и возвращаем на левую спицу, провязываем ее как лицевую, это тоже будет платочная вязка, и это лицевые 2. Затем платочная вязка, 3 лицевые идут и лицевая гладь, 2 лицевые. Все, узор связали. Дальше идет жгут, 2 изнаночные, жгутики в 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 высвобождаем за работой, переснимаем, меняем местами и вяжем как 4 лицевые. Дальше идут 2 изнаночные. Путанки нашей, петельки меняются местами. В 3-м ряду мы вяжем, там где были 2 лицевые, вяжем 2 изнаночные, там где были 2 изнаночные, вяжем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Вот таким образом переворачиваем вязание, и в 4-м ряду очень внимательно сейчас будьте, девочки, в платочной вязке. Итак, вяжем здесь, как смотрят петли, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые, это путанка была. Затем у нас 2 лицевые и жгут 4 изнаночные идут. Опять 2 лицевые. Начинается наш центральный мотив. Здесь мы вяжем 2 изнаночные. Платочной вязки, помните, были 3 по схеме. Смотрите, 1, 2, 3. Затем идут 2 изнаночные. По центру у нас 2 петли были платочной вязкой. Вяжем их платочной вязкой, это как 2 лицевые. Затем опять идут 2 изнаночные и 3 петли платочной вязкой, как 3 лицевые вяжем в изнанке, с изнанки. Осталось 2 изнаночные. Это связали мы с вами центральный мотив по центру. Дальше вяжем, как смотрят петли. 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Кромочная тоже изнаночная. Так, переворачиваем наше вязание. У нас сейчас будет с вами лицевой 5-й ряд. В 5-м ряду обращаю внимание, что жгут у нас раппорт тоже уже полностью связан. Он был тоже 4 ряда, так же как и путанка. Вот. То есть сейчас у нас повтор идет с 1-го ряда, так же как и в путанке. И только центральный мотив наш будет сейчас занимать наше внимание. То есть здесь я просто говорю, что 2 изнаночные вяжем, 4 лицевые жгута, 2 изнаночные. И вот наш с вами центральный мотив. В 5-м ряду мы вяжем 2 лицевые, 2 лицевые платочные вязки, перекрещиваем с вами 3 петли направо. Первая петля за работой, 2 высвобождаем перед работой, размещаем,
и вяжем как 2 лицевые, значит, это наша лицевая гладь и 1 лицевая платочная вязка. Затем платочная вязка у нас 2 лицевые вяжутся по центру. Перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, 3 платочная вязка за работой, вяжем все 3 лицевыми. Так, затем платочная вязка 2 лицевые идут, и лицевая гладь тоже 2 лицевые. Все, центральный мотив связали. Дальше идут 2 изнаночные, жгут 4 лицевые, снова 2 изнаночные, и смена раппорта опять у нас с вами повторяется с первого ряда. То есть мы вяжем в нашей путанке 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. Все, мои хорошие, переворачиваем на 6-й ряд наше вязание и смотрим, что тут дальше вязать. Вяжем. Ну, начинаем мы, конечно, с путанки. Здесь мы вяжем, как смотрят петли, не задумываясь, там же, где жгут, как смотрят петли. Я ничего сейчас вам уже не говорю, потому что как смотрят петли. И вот приблизились к центральному мотиву. У центрального мотива будем внимательны. Здесь уже все вырисовывается, видно, да, по изнанке хорошо, что мы вяжем первые 2 изнаночные, 2 лицевые платочные вязки, снова 2 изнаночные. Затем по центру у нас идут 4 петли лицевые, это платочная вязка, 2 изнаночные, 2 лицевые платочная вязка, снова 2 изнаночные. То есть мы, собственно, повторяем лицевой ряд, только тут надо быть внимательными. Там, где были лицевая гладь, в изнаночном ряду петли вяжутся изнаночными. Ну а платочная вязка так и остается без изменений, везде лицевая. Дальше у нас идут, как смотрят петли, вяжем. Больше я не комментирую, потому что там легко. Переворачиваем вязание на 7-й ряд. В 7-м ряду у нас начинается опять жгут, то есть 2 изнаночные, перекрещивание по узору в жгуте, 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами по 2, и все 4 вяжем лицевыми. Затем опять 2 изнаночные идут. Наш центральный узор очень нам важен. Сейчас мы вяжем 2 лицевые, платочная вязка 1 лицевая, 3 петли перекрещиваем с вами направо. То есть здесь идет логическое, видите, значит, первая петля за работой, 2 петли перед работой, тянем мы эту с вами полосочку из лицевых 2, да, вяжем как 2 лицевые полосочки и в платочку вплетаем еще 1 лицевую. По центру 1, 2, 3, 4 лицевые, это платочная вязка. Здесь перекрещиваем опять нашу полосочку, то есть 3 петли налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой. Вот это у нас платочная становится первая петля, лицевой ее вяжем. И эти тоже 2 лицевые. Осталось в платочке 1 лицевая и 2 лицевые. Провязали полностью раппорт. Дальше у нас идут 2 изнаночные, перекрещиваем в косе 4 петли, это жгут наш налево. Я уже не показываю, потому что раппорт показала, повтор идет. Опять 2 изнаночные, в путанке меняем местами 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочные изнаночные. Переворачиваем 8-й ряд. В 8-м ряду изнаночном провязали, как смотрят петли, вот эти узоры. Нас интересует центральный мотив. Мы вяжем 2 изнаночные в центральном мотиве. Платочная вязка у нас всего 1 лицевая вяжется, лицевой провязали. Затем 2 изнаночные,
И по центру идет много платочной вязки. Вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых по центру. Затем у нас идут с вами 2 изнаночные, 1 лицевая платочной вязки и снова 2 изнаночные. Все. Остальные петли вяжем как смотрят. То есть мы связали. Нас интересует, собственно, изнаночная сторона нашего узора центрального. Все. Переворачиваем 9 ряд, вяжем раппорта. В 9 ряду у нас жгут начинается, то есть 2 изнаночные, 4 лицевые, снова 2 изнаночные. И вот здесь у нас, смотрите, сейчас в центральном мотиве 2 лицевые вяжем, 3 петли перекрещиваем направо, первая петля за работой, 2 перед работой, 4 и вяжем как 3 лицевые, при этом это будет у нас наша полоса 2 лицевых, а эта петля вплетается в платочную вязку. Затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелечек лицевых. Это платочная вязка. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 перед работой. И еще у нас 1 петля тоже вяжется лицевой. Это платочная вязка. 2 лицевые и еще 2 лицевые остались. Все. Вот что у нас с вами получается сейчас в 9 ряду центрального узора. Здесь у нас идут уже, как смотрят петли, 2 изнаночные, 4 лицевые, снова 2 изнаночные, в путанке идут 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 10 ряд. Самостоятельно провяжем вот эти петли. Я показываю центральный мотив. 10 ряд. Центральный мотив 2 изнаночные. Затем у нас идут еще 2 изнаночные. И вот все по центру, это платочная вязка, вяжется лицевыми петлями. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 4 изнаночные. Вот и все. Это был у нас 10 ряд. Ну а здесь как смотрят петли самостоятельно. Вяжем. Переворачиваем вязание на 11 ряд. В 11 ряду вяжем. Ну здесь у нас идут 2 изнаночные, жгутик перекрещиваем налево, по 4 петли налево, по 2, да. Я уже даже не объясняю, как это сделать. В принципе, я вам показывала. Потом опять 2 изнаночные. И наш узор. Здесь вяжем 1 лицевая. Перекрещиваем следующие 3 петли направо. Меняем их местами. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем как 2 лицевые. А эта петля идет в платочную вязку. Мы тоже ее вяжем лицевой. Затем вяжем платочную вязку лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой. 3 за работой. Вплетаем ее в платочную вязку. Провязываем лицевой. Опять 2 лицевые. И осталось еще в раппорте 1 лицевая. Да? Все логично. Мы продолжаем эти полосочки вести логично вот таким углом. Так. Затем у нас идут петли 2 изнаночные. В жгуте перекрещивание налево 4 петелечек. Меняем их местами. Вяжем как 4 лицевые. Опять 2 изнаночные. В путанке меняем местами 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 12 ряд вяжем.
Итак, 12 ряд у нас с вами центральный наш мотив. Мы вяжем 3 изнаночные. 3 изнаночные. Затем идет платочная вязка. Вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 3 изнаночные снова. Все, связали центральный мотив. Дальше вяжем, как смотрят петли. Не задумываемся над тем, что тут считать ничего не надо. Просто как смотрят петли. Смотрит лицевая, вяжем лицевая. Смотрит изнаночная, вяжем изнаночная. Очень удобно и легко вяжется. Теперь 13 ряд. Это последний лицевой ряд раппорта центрального мотива. И мы потом еще 14 свяжем. Итак, вяжем с вами. Здесь у нас идут петельки. Значит, 2 изнаночные, 4 лицевые жгута. Опять 2 изнаночные. И начинается наш центральный мотив. Перекрещиваем 3 петли налево, направо. Вру, направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. 2 лицевые провязываем полосы наши. И эта петля третья вплетается в платочную вязку. Она провязывается лицевой, и по центру тоже лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекрещиваем 3 петли налево, 2 перед работой, 3 за работой, вплетаем ее в платочную вязку, вяжем лицевой, и здесь еще остались 2 лицевые нашей полосы. Все, связали 13 ряд. Видите, все как галочка получается красивая, да? И дальше идут, как смотрят петли, то есть здесь 2 изнаночные, жгут 4 лицевые, опять 2 изнаночные и путанка. Меняем местами, 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная и изнаночная. Остался нам 14 ряд связать в раппорте. Вяжем 14 ряд нашего центрального мотива и вяжем. Значит, у нас идут первые 2 изнаночные. И по центру 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще 2 изнаночные. Все. 14 ряд связали изнаночные. Ну, здесь, как смотрят петли, вяжем. И ну, когда мы все это связали, у нас идет повтор узора с первого ряда. То есть раппорт составляет 14 рядов центрального мотива. Ну а в жгуте и в нашей с вами путанке там всего 4 ряда, повтор идет каждые 4 ряда. Да? Так, ну в общем-то давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку образца. Нам нужна плотность. Будем считать расчет плотности делать. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его вправо, влево, вверх, вниз. Он влажный и очень хорошо поддается вот этому расправлению, так скажем, распрямлению. Относимся к этому процессу очень внимательно, потому что у нас после стирки любой трикотаж вытягивается, сами знаете, да, чтобы нам точно знать, какой коэффициент плотности мы будем с вами использовать при вязании. Все, теперь оставляем сохнуть. Теперь нам надо с вами измерить плотность. Наш образец полностью высох. Давайте его вот так встряхнем и укладываем ровненько. Берем линеечку простую и измеряем.
что тут получилось у нас. Итак, так, получается 19,5 у меня получается ширина, 19,5. И 38 петелечек использовали. 38 надо разделить на 19,5 сантиметров. Получаем плотность 1,95, скажем так, округляем. Давайте запишем, что в 1 сантиметре 1,95 петель. Так, и следующий момент – вертикальная плотность. Это была горизонтальная, сейчас измерили, а теперь вертикальная. Для этого будем измерять высоту образца. Ну, у меня вот 14 сантиметров, и надо нам посчитать, сколько здесь четкое количество рядов. В моем образце 32 ряда разделить на 14 сантиметров. Получаем вот такую плотность 2,3. Округляем. Запишем, что в 1 сантиметре 2,3 ряда. Вот наши коэффициенты плотности по горизонтали, по вертикали. Теперь с этими цифрами идем с вами к расчетам. Смотрим выкройку. Девочки, вот такую выкройку я предлагаю в сегодняшнем мастер-классе использовать. Обычная классическая выкройка, спущенный рукав, все деталечки вяжутся раздельно, и вязание идет всех деталей снизу вверх. У нас с вами будет спинка и перед вязаться совершенно одинаково, и различия у них вот здесь в вырезе горловины. У переда она более глубокая, на 8 сантиметров, у спинки на 2 сантиметра глубиной. Что касается набора петелечек, начинаем мы с резинки 1 на 1 и вяжем 90, 100, 110 петелечек в зависимости от размера. В сегодняшнем мастер-классе будет расчет делаться на размер 42-44, шириной спинки 49 сантиметров, на размер 46-48, шириной спинки 55 сантиметров и размер 50-52, шириной спинки 60 сантиметров. Получается по петельном эквиваленте это 49 умножаем на нашу плотность по горизонтали 1,95. 49 на 1,95 получается, вот, пожалуйста, 90, ну, округляем, 96 петелечек. На второй размер точно так же я определяла 106 и 116 петель. Распределение узоров сразу идет, да? Смотрите, в последнем изнаночном ряду, почему мы набирали на резинку меньше, в последнем изнаночном ряду планки резинки мы будем прибавлять равномерно 10 петелечек. И выходим вот на эти цифры, которые я только что сказала. Именно узор мы будем вязать на 96, 106 и 116 петель. И вот таким образом я нарисовала распределение узоров. Смотрите, у нас для всех размеры сердцевина, скажем так, полотна будет вязаться одинаково. У меня получилось 32 петли вместе с кромочными. Смотрите, по центру идет наш узор на 16 петлях. Из двух сторон от него идут 2 изнаночные, 4 лицевые у жгута, опять 2 изнаночные, 4 лицевые жгута и снова 2 изнаночные. И путанка наша будет уже идти в первом размере это 32 петли с двух сторон. Во втором размере нечетное получилось число по 37 петель путанки. Ну ничего страшного. Вот. Конечно, там раппорт 4 петли. Тут получается несостыковка в раппортах. Но я не думаю, что сбоку это будет как-то сильно там влиять. Хотите изменить это число как-то там в большую-меньшую сторону. Посчитайте, девочки, для себя. Если у вас 46 размер, можно уменьшить, да. Да и для 48-го, кто не хочет 55 сделать, там 54. Это же не запрещено. И выйдите на то количество петелечек на 36, да, которое вам нужно.
принципе, может быть, даже и 36 порекомендовать, чтобы было, тогда то 104 будет. Если вы 2 петли уменьшите, 104 будет здесь. Но я уже пересчитывать не буду, оставляю как есть. Вы для себя знаете, что это можно все изменить под себя любимого. Для третьего размера я нарисовала еще, значит, добавила с двух сторон, там вот от нашего костяка, так скажем, да, который по центру идет 32 петли, я добавила с двух сторон еще один жгут и 2 изнаночные. То есть вот отсюда еще идет 4 петли жгута и 2 изнаночные. То есть 6 петелек в узор вплела справа и 6 петелек слева. И в сумме получилось 44 петли вместе с кромочными. Вот. И тогда у меня путанка получается на 36 петельках для третьего размера 50-52. Ну и кромочные, соответственно. Вот таким образом рекомендую вам расположить узоры. Конечно, вы можете менять все по своему усмотрению, но я в описании вам даю вот такую рекомендацию по расположению узоров. Теперь возвращаемся к нашей выкройке. Я не очень люблю вот такой вот сильно спущенный рукав. Вот. Не люблю я и все. Я знаю, что можно связать вот такую небольшую квадратную пройму, единоразово закрывается по 5 петель. На высоте вот у меня получилось 32 сантиметра. При планке 6 сантиметров в высоту. И общей длине изделия 58 сантиметров первый размер, 59 и 60. На вырез горловины я отвела 40 петель первый размер, 44 петли второй размер, 46 петель третий размер. И у меня получается то, что осталось на плечи, это 23, 26 и 30. Не такой сильно спущенный. Вы можете проигнорировать вот это вот мое, так сказать, нововведение с 5 петлями для проймы и сделать классическую спущенный рукав. Вот это вот все, что у вас останется, это будут петли плеч. То есть к этим цифрам прибавьте еще по 5 петель, будет вот то количество. Имейте это в виду. Высоту проймы я сделала первый размер 20, второй 21, третий 22 сантиметра. Как сформировать вырез горловины, на какой высоте и как здесь закруглить красиво, будет описание под видео, как всегда выложено. Там подробно я рассказываю последовательность закрытия петель в каждом ряду. Переходим на рукав. Самое сложное в рукавчике – это посчитать скос. Все остальное очень простое. Набираем с вами резинку. Значит, первый размер 46 петель, второй 48, третий 50. Вяжем на высоту 8 сантиметров. В последнем изнаночном ряду все это дело доводим до 60 петель. То есть в описании будет четко указано, сколько прибавить петелек. Ну, тут и так устно можно почитать 14, да, 12 и 10 петелек. И выходим на узор, на все размеры. Я вот так расположила узоры. То есть опять у нас идет этот костяк на 32 петельках вместе с кромочными, здесь посчитано. И все, что осталось, мне было легко посчитать, по 14 петель путанки наши с двух сторон. Все. Все петли, которые вы будете прибавлять по скосу, вплетайте в узор по логике. Теперь скос. Смотрите, самая широкая часть рукава я посчитала, это получилось 40 сантиметров. 40, если умножить на плотность по горизонтали, 1,95, мы получим с вами 78 петелек. И также я считала для других размеров. У меня получилось 82 петли, 86 петель. Далее высота. Смотрим скос, высота скоса. Значит, общую высоту рукавчика я сделала 45 сантиметров. Обязательно эту длину для себя откорректируйте. У нас разный рост, у нас разные, так скажем, потребности. Кто-то хочет подлиннее рукав, вот так любит носить, да. Кто-то хочет обычный рукав. Здесь вот еще манжета такая, от манжеты идет наплыв часто очень. Поэтому
очень много желаний, люди разные. Я вам показываю для примера, получается, рукав. Хотя, может, кто-то идеально впишется в мое описание. Да? Смотрите. Когда вы определили, сколько у вас в самой широкой части рукава и сколько в нижней части, 60 у нас на все размеры, мы с вами можем легко рассчитать интервалы прибавок по скосу. Если 37 сантиметров у меня получается, то есть я из 45 отняла планку 8, получилось 37 сантиметров, я сейчас буду использовать вертикальную плотность. Понятие вертикальной плотности. Мы ее определили, вот 2,3 ряда. Поэтому, значит, 37 сантиметров я умножаю на 2,3 плотность по вертикали и получаю 85. Ну, всегда берется четное число 86 рядов. И далее, вот здесь записал 86 рядов. И далее вычитаю, то есть из большего количества петель отнимаю меньше и делю на 2 скоса. У меня для первого размера получилось 9 петель, для второго 11, для третьего 13 петель. Надо прибавить по каждому скосу. Как это сделать равномерно? Я 86 рядов, то есть высоту скоса, делю на эти цифры 9, 11 и 13. Показываю первый размер. 86 разделить на 9. У меня получается, еще раз, 86 разделить на 9. У меня получается число 9,5. То есть мы будем следующим образом делать прибавки. Мы будем делать первую прибавку в 9 ряду, вторую прибавку в 10 ряду. Опять в 9, в 10. То есть чередуем. И так 9 раз. Чередуем по одной петле справа и слева, соответственно. Во втором размере я также посчитала, у меня в каждом 8 получилось ряду, и там, где третий размер, в 6 и 7 ряду чередуем также. Вот таким образом. В принципе, все очень просто. Вертикальную плотность я вам уже объяснила. Обязательно ее используйте, не игнорируйте. То есть любую вертикальную величину на выкройке обязательно переводите в ряды. То есть вот если у меня стоит 32 ряда от планки до проймы, я эту цифру переведу в ряды с помощью вертикальной плотности. 32 я умножу на плотность по вертикали 2,3. Я получаю 74 ряда. Обязательно, когда будете вязать, именно 74 ряда вяжите. Не надо ничего измерять сантиметрами. То есть там не надо вот эти 32 сантиметра сантиметрами измерять. После стирки ваше полотно вытянется. Мы это уже искусственно сделали, когда плотность считали. Вы образец тянули, да, во влажном состоянии. И мы получили вот этот коэффициент плотности, и мы его применяем. Вот. Если вы проигнорируете этот момент, скажем так, будете сантиметрами намерять, может получиться не всегда, но очень часто, в большинстве случаев, в общем-то, получается, что изделие становится намного длиннее, рукава вот такие аршинные, да, и вместо джемпера получается туника, и, в общем, весь труд на смарку. Чтобы этого не случилось, пожалуйста, девочки, применяйте ряды при вязании. Пользуйтесь понятием вертикальная плотность. А сейчас, мои хорошие, я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам успехов, удачи, что все хорошо связать, и до новых встреч!